Ее жизнь – это сплошные потери. Я, говорит, всю дорогу плакала, не знала, как тебе в лицо смотреть. Человек остался в этом мире абсолютно один. А теперь сам умер, его тоже нету. И я осталась, как говорится, одна. Таких, как она, много на земле, но она, именно она, хочет расти. Иди сюда. Можно? Да, проходи, посмотри, какие у нее игрушки, синтезатор он. Она хочет жить. Вот это моя цель, моя мечта. Больше ничего не хочу. Здравствуй, друг. Я Мага. Однажды словил себя на мысли, что если взять человека с улицы и довести его до ума. То есть не просто накормить, напоить, переодеть и отправить обратно бомжевать на улицу. Нет, реально подарить человеку шанс на новую жизнь. Что ж, встречайте. Это Аривик. Так она выглядела лет 10-15 назад. К сожалению, сегодня вы уже ее не узнаете. Итак, друзья, от слов к делу. Сейчас мы отправляемся к ней в гости, познакомимся, пообщаемся, поймем, в чем она нуждается, нуждается ли она вообще. Но перед этим хотел бы вам в 2 словах показать, как проходили поиски нашего главного героя. Скажите, а вы бы не хотели принять участие в проекте? У нас проект, просто вы бы забыли про эту уличную жизнь. На работу пойти, работать нормально, зарабатывать зарплату, жизнь, с улицы уйти. Новая жизнь, шаг в новую жизнь. Сам факт, нужно просто желание работать. Может, там девчата еще тоже придут на работу. Ну, если что-то будет, хорошо. Хорошо, миленький. Да, хорошо, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Пока смотрим варианты, что есть. Если что, мы вас здесь найдем тогда. Ну да, Ленка, можно Я понял. Хорошо, спасибо. Не, ну не в этом дело. Просто найти вас, если что. Если что, на вокзале, да? Хорошо. Мои поиски длились около 2 недель. Причем я в один момент даже подумал, что это нереально. Все, это нереально. Найти человека, который готов встать и работать, это невозможно. Попадались те, которые просто просили: дайте денег, дайте вот это, дайте то, дайте все. Нет, надо встать и работать. По итогу я ушел с улицы и начал бегать по центрам временного содержания, пока в одном из них не наткнулся именно на нее. Это был просто шикарнейший день. Правда, я порхал, я как ребенок радовался. И вот на следующий день я уже взял камеры и, как полагается, поехал знакомиться. Здравствуйте, здравствуйте. Садитесь. Это Давид, это Гаяне. Очень приятно. Это мои друзья, они будут нам помогать. Вы как? Ничего, вот оса укусила, я здесь душка пухла, ничего, чешется просто. Оса укусил? А так ничего. Сейчас в одно место съездим. Оно очень спокойное, как раз вот то, что надо, чтобы познакомиться. Потом уже сюда вернемся, здесь поснимаем. Ну и уже по ходу разберемся. While you put your jacket on and count the final steps you take before you're gone. Оп. Есть. Как думаете, что это за место? Не бывали тут? Долго думал, на самом деле, в какое место вас привезти, где пообщаться. Это одно из самых спокойных и приятных мест. Вообще вот вся эта площадь здесь как центр. Здесь приезжают дети на лечение, реабилитация. Но также можно и взрослым просто именно время провести здесь. Да. А время провести знаете с кем? Я вот хотел показать, а их здесь нет. Как вас зовут? Забыл? Аривик, солнышко. Откуда вы? Вот Я мне бакинка из Азербайджана. Там родилась, выросла, там замуж вышла, училась, работала. Например, у нас там был судоремонтный завод. Я там работала товароведом в отделе снабжения. Мы отправляли детали в разные города, скажем, Анапа, Сочи. Там, в общем, разные места, запчасти. Ну, где это? Пароход есть. Потом у меня родился мальчик. Как его звали? Вадим. Вадим? Да. У меня деверь, когда служил, послали ему телеграмму, что у тебя родился племянник, высылай имя. И он мне
послал телеграмму, а они принесли эту телеграмму мне туда, в роддом. И в телеграмме было написано Да, имя Вадим? Да, написал в рифму: «Поздравляю тебя с сыном, назови его Вадимом». Вот так вот случилось. Что произошло потом? Потом этот Карабах начался. И вы бежали в Ереван? В 1988 году приехали мы в Ереван. Мне не надо было сюда ехать. А я сюда приехала, и вот много чего потеряла. Приехала здесь, устроилась на работу. У папы была, ну папы сейчас нет, он умер. Ну там трудно было жить. Коровы раздавали нам. Одну тоже мне подарили корову. Но она была уже того. Беременна. Да, и родилась у меня белочка. Девочка, белочка родилась. И вот Вадику, моему Вадиму, сыну, когда исполнилось 18 лет, уже должны были его призвать в армию. Ну, служить. А служить это значит, что он идет с турками воевать. И я решила так. Я продаю корову и теленка. Я отправляю его к отцу. Отец его жил в Москве. Ну, мы тогда уже в разводе были. Я позвонила в Москве, отцу ему говорю: в общем, я высылаю сына, так что я боюсь за него. Принимаю. Я продала и корову, и теленка. Ну, на дорогу. Я отправила. Я знаком с Аревикой уже несколько дней, и за все это время она ни разу не улыбнулась. То есть у нее вот на лице написана ее история, ее вот эти моменты трудные, тяжелые. Но я знаю, что внутри где-то томятся вот эти искренние эмоции этой женщины, прекрасной, доброй женщины. Именно поэтому я привез ее сюда, в это место, где тишина, лошади, природа, спокойствие. То есть хочу, чтобы она просто расслабилась и вспомнила мелочи жизни. Я понимаю, что у нас максимально масштабные планы вместе с ней, но перед тем, как шагать далеко, нужно хотя бы попытаться вызвать у человека улыбку. Так, а где все лошади? Я не могу. А, вот они все. Вот они. Мы пришли... Ой, собака. Привет. Мы пришли лошадей искать, а они все... Они не здесь? А, пойдемте пока присядем. Красивые лошадки. Красивые. Вот здесь мы иногда катаемся, просто приходят люди, и мы катаемся, проводим время тогда. Хорошие. Хорошенькие, хорошенькие. Ой. Какую музыку вы слушаете? Я? Да. Я разную музыку люблю. И русские, и турецкие, и арабские. Разные. У меня мама, помню, Джо Дассена любит. А? Джо Дассена у меня мама любит. Чудо-сын тоже хороший певец. Но он уже старый певец. Ну это да, те времена еще. Сейчас это не модно. Вот, смотри, какая удая лошадка. Какой у вас любимый цвет? Ответите. Какой цвет люблю? Любимый цвет, да. Как это называется? Бирюзовый? Кремовый. Небесный? Как небесный? Да, бирюзовый цвет. Ближе к небу, который, да? Да. Ну, я всегда говорю небесный. Мне говорят, голубой же я такой. Нет, не голубой, небесный. Я встречал достаточно много людей с разбитыми судьбами, но в основном у человека был какой-то переломный период, который отражался на всей жизни. А у Аревик, у нее именно каждый этап в жизни, скажем, каждое десятилетие, какая-то яма. То есть она пытается встать и жить дальше, снова бам, яма. Потом встает, пытается снова жить, делать дальше, бам, снова яма. В общем, чем больше я ее узнавал, тем больше находился в шоке. А что случилось здесь, вот с квартирой или с домом? Когда мой Вадик вот так вот погиб трагически, у него же жена же тоже умерла. Купила однокомнатную квартиру, жила пока до тех пор. Потом встретился мне один тоже человек. Правда, мы жили хорошо. Я его и прописала, и это самое, и в ЗАГС мы с ним пошли. Ну, хороший был человек. 12 лет я с ним жила, он не пил. А тут он с кем-то связался, с алкоголиками, с пьяницами. И вот получилось так, что он с банка взял деньги. Кредит? А потом банк стал выпрашивать этот долг. А откуда он даст? А прописан он в этой квартире, да? Он был прописан у меня в квартире, да. Но я могла бы и не продать. Честно говоря, я его любила. Было все хорошо. Я думала, продам квартиру, отдадим долг и потом как-нибудь. А теперь сам умер, его тоже нету. И я осталась, как говорится, одна.
Повезла все свои вещи, что могла продала, что не могла не продала, а я фактически осталась за бортом. Ну, голодная, холодная, сижу, бездомная женщина, я некуда идти. Около оперы я сидела на скамейке. Там. У нас же социолог есть, Сусанна, ты знаешь? Да, вот. знаю. Две молодые девушки подошли ко мне, они позвонили ей, она приехала, забрала меня вот сюда. Прямо вот сюда. оттуда с оперы? Да, супер, привезла с вещами, привезла меня, устроила, все. И еще эти девочки мне даже на дорогу вытащили, говорят, Муркурджан, хотя бы эти 1000 драм возьми, себе покушать купишь. Я вот как раз хотел спросить, как вы попали в этот центр, и вот вы, собственно, рассказали. Что ж, нас можно поздравить с первой удачно выполненной миссией. А лицо Ревик расцвело. Да и знаете, в целом она стала более энергичной. Причем это только начало нашего совместного пути. Говорит, двухмесячная собака. Двухмесячный? Да. Это? Да. Вот это 2 месяца? Щенок. Только родился. Спасибо, до скорого. Все, спасибо большое, я залечу. Забегу, позвоню. Так, ну что? На то же место садись. Хорошо. Я вас только посажу. Так, у вас окошко будет открываться. Скажи, оно настолько расслабляет. Просто другой человек просто. конь будто забирает все это. Все плохую энергетику, все. Вот вам бы покататься. Но на них даже смотреть приятно, на лошадей. На лошадей, да, я же погладил тоже. Я вообще не знала, что они потеют. Первый раз в жизни. Я вообще не Первый раз в жизни, серьезно? Да. Никогда близко не видела. А я думаю, чего вы так в угол вставили? Я говорю, вы боитесь? Не, что вам не мешать? Да, что делать? Но они классные очень. Итак, мы приехали в центр. Это благотворительная организация, которая занимается непосредственно нашими бездомными. Если помните мои выпуски, то наподобие питерской ночлежки этот фонд существует. То есть содержание бездомных, медицинское обслуживание, питание и прочее. Здесь находится в последнее время наша Ревик. Именно отсюда мы попытаемся ее вызволить. В хорошем смысле слова. Что ж, сейчас мы узнаем все подробности, узнаем жизнь местную, атмосферу местную и условия. Начинаем. При входе в центр у нас всего 2 пути. Один путь – это к кабинетам персонала, и второй путь – это лестница, по которой я поднимаюсь сейчас впервые. Эта лестница как раз ведет к, как можно сказать, к местным обитателям этого центра. Меня ни разу сюда не допускали, но как-то не было возможности, хотя я здесь уже целую неделю кружусь. И вот сейчас впервые я сюда поднимаюсь, нам Ревик проведет экскурсию по этому месту. Даже немного не по себе. Люди, которые обращаются в центр, они проходят, насколько я понимаю, какой-то отбор. Мы предоставляем гражданину определенный документ, который был утвержден со стороны правительства. На основе него гражданин проходит медосмотр в поликлинике, у венеролога, терапевта, дерматолога и невролога, а также обследование в психической больнице. Но есть 5 болезней, при наличии которых мы не можем принять гражданина в наш центр. Это психические расстройства, туберкулез, гепатит С, венерологические болезни и онкологические заболевания. На карте, которая предоставляется в поликлинику, должны стоять 3 печати. И если никаких болезней у человека нет, то мы можем его принять. То есть в этом центре все люди без инфекции? Когда мы принимаем их, Верно. Только на основе данного документа со всеми печатями мы можем принять гражданина. Соответственно, все они чисты. И даже после с этим документом он может зачислиться в дом престарелых. Это был мой стресс дня. Я же сначала поднялся к местным обитателям, а потом только спустился и уже узнал. То есть, если там с инфекциями и прочим, нормальный человек как бы сделал? Спросил, потом поднялся. Нет, я все сделал наоборот. Я там сколько находился? Минут 15-20, и все это время я ходил, такой всех, господи, обходил стороной, думаю, а вдруг, а мало ли что? Ну, дебил. Аристей. Проходи. Вот, знакомься. Здравствуйте. Это наша комната. Ага.
Это наша комната. Здесь 12 женщин живут. Многие работают. Вот Лилия, например, очень хорошая женщина. Здравствуйте. Она работает, да, трудоголик. Сегодня отдыхает. Вот Агун у нас тоже хорошая женщина. Вот бабушку мы здесь держим. А ваше место? Мое место, вот моя кровать, 3. Вот моя кровать. Вот моя тумбочка. И вот сумка и мое лекарство вон висят. Лекарства. Ну, вот у меня тумбочка. Здесь, например, у меня кофе, песок, чашки, хлеб там. В общем, такие вещи. Остальное, ну, в сумках, короче. Вещи остальные в сумке. А что еще на этаже есть? Можете У нас рассказать? на этаже, пойдемте. Ну, я сегодня дежурная была в столовой. У вас еще и дежурство есть? Да, я дежурная в столовой, убираюсь там. Я теперь что вы делаете на вещи. дежурстве? Ну, там тарелки собираю, когда люди кушают, заканчивают. Сейчас покажу. Здесь у нас вот мужская. Здесь наши эти дежурные, которые вечером нас охраняют. Вот эта комната. Но сейчас закрыта. Закрыто. А столовая здесь? А столовая здесь, ну, закрыта. Это уже будет 7 часов, да. В 7 часов столовая у нас открывается. Дальше у нас идет вот тоже комнаты. Это комната врача здесь закрыта. Это вот мужская комната. А там что у нас? Пойдемте. Здесь тоже мужская комната. Вот это наш зал. Вот это наш зал. Телевизор. По вечерам? Некоторые, да, в нарды играют. А по телевизор по времени или смотреть вечером только включают, да? Вечером в основном включают, потому что уже после столовой они приходят здесь, садятся, отдыхают. Здесь вообще прохладно, вот сейчас хорошо. Прохладно. Пошли дальше. Здесь тоже у нас вот женская комната. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Женская комната. Вот он у нас вяжет, Карина. Сидит, вяжет. Молодец, да. Говорит, пусть придет, мои игрушки посмотрит. Иди сюда. Можно? Да, проходи, посмотри, какие у нее игрушки, синтезатор он. Ого. А где вы это все взяли? Сектор. Это все моя. Мое. Все мое. Да, все мое. Я ее очень много люблю. Самая хорошая женщина. Спасибо большое. Пошли Спасибо. дальше. Пошли дальше. Вот здесь тоже у нас женский коллектив. А, Мивахи, это Имагельна. Че, это телевизор банчи. Ладно, пошли. Вот это у нас кабинет медсестра. Я вот здесь колюсь. Вот это наша столовая. Здесь кухня, они готовят. Все это в 7 часов уже. А отсюда мы заходим, и там столовая, мы сидим, кушаем. На первый взгляд может показаться, что это спокойное, адекватное место. Ну, проживают себе люди, все, ходят, общаются, улыбаются. Но то, что там происходит реально, ни одна камера не передаст. Обстановка, вся эта атмосфера, воздух настолько тяжелый воздух, что тебе не только морально, тебе еще и физически некомфортно. Там все условия есть. Но вот эти все судьбы, они просто давят на тебя. И этот воздух, честно, я пришел домой еще, вот весь мой день, который продолжался после того, как я к ним поднялся, весь день я с этим в голове был. Пока я не лег спать, меня это не отпустило. Фух, это ужас. Это было 22 августа. Ко мне в дверь стучатся, а я лежала на кровати. Я спустилась вниз, смотрю, она головой об стенку бьется. Я ее вот так вот схватила, я говорю: мам, что с тобой? Что болит? Что скажи? Что надо делать? Скажи. Я не знаю. Она вот так бьется об стенку и говорит: Вадиков нету, моего, единственный внук. Так она билась об стенку, я уже не знала, что делать. То есть он уехал с подругой, но уже жена его умерла.
Он с подругой поехал в Белоруссию. Когда они возвращались, он, значит, выехал с деревни уже на трассу. Только он завернул, на него налетел автобус. Вот такой большой бывает автобус, двухэтажный. Налетел на него, он вот через партпресс вылетел. Подушки открылись, защитные. 30 метров вылетел через партпресс, прямо на месте остался. Я тут же вылетела вместе с сестрой ночью. Когда маме вот так вот плохо стало, все, мы тут же билеты взяли, ночью вылетели, под утро прилетели в Москву. Отец его и друзья, наши бакинские ребята, мужики такие, он вместе с ними, 3-4 машины поехали за ним, чтобы Вадима привезти сюда, в Москву. Он говорит, я Покарев, говорит, его вез на руках гроб. Ну, представляешь, такое состояние сына везти? Ужас. Я, говорит, всю дорогу плакала, не знала, и как теперь в лицо смотреть. Я говорю, ну что теперь делать? В общем, эту ночь кое-как переночевали там. Кто на полу, народу много было. Вот так повезли на Новолюберецкое кладбище. Я и сейчас место наизусть знаю, сама одна тоже ходила уже. Не знаешь, вот зачем вот такие красивые ребята уходят. Ты еще фотографию моего ребенка не видел, я тебе потом покажу, у меня в кошельке тоже есть. Потерять сына, потерять родителей, мужа, потерять всех и все равно потом встать и продолжить жить, это заслуживает уважения. Вот как Аревик сделала. Она собрала вещи, скиталась по вокзалам и затем в один день просто села в центре на лавочку, к ней подошли люди и забрали в этот центр временного содержания. Знала ли она о его существовании? Конечно, нет. Но какая бы тяжелая ни была ситуация в жизни, нельзя опускать руки. Ни в коем случае нельзя опускать руки. Вот за это я Аревик и уважаю. Она огромный молодец. Огромный молодец. Раньше это помещение, это колледж какой-то был? Это был ПТУ, где, да, я просто смотрю. Профтехучилище было. Здесь, да, советское, которое техническое образование дало многим поколениям. И тут, да, и швейные машины остались. Наши друзья, вот организация все это держит как святыни. И мы хотим какие-то тех людей, у которых профессиональные какие-то навыки должны изучить, значит, швейное дело или какое-то другое. Они могут этим здесь Да, мы как-то пробовали, и какие-то программы есть. Сколько вообще вот просто можно сразу людей работает здесь, в центре? 20-25 людей, да, считай технические такие работники, не специалисты. А банный день, вот они мыться могут каждый день или это раз в неделю, как в армии? Приходится раз в неделю, но хочется почаще. Я хотел спросить, как меняется количество из года в год людей, но я как понял, что только вот 100 и не больше, да? И вот на протяжении всех вот этих лет все время 100 человек держалось? Мы должны держать, да, и держим столько-то людей. Каждый поступающий имеет право по нашим правилам, по договору 3 месяца прожить здесь, пока его вопросы мы не будем решать. Вот мама у меня лежачая больная. Можете чем-нибудь помогать, спонсора найти нам, что помогали? А что случилось? Это нога вот отсюда поломалась, и $5000 хотели. $5000? От 4 до 5, да. Искусственное бедро у нас не было, и бедная вот так лежит и лежит уже больше 3 года. А нервы тоже их уже не то. Протез нужен, да? Ага, искусственный протез, вроде это
золото, серебро, вот так вместе, очень дорогое это. Сможет она потом с этим ходить? Но 3 года тому назад хирург сказал, новый был перелом новый был, сказали можно, а сейчас уже 3 года прошло. Человек приходит по, скажем, договору, 3 месяца он находится здесь. Что за эти 3 месяца делают, какие процедуры проводят? Во-первых, мы человека как выбираем? Первый вопрос. Это да. Ну, да. Первое дело. Это логически первое дело. Это те люди, которые потеряли родных и потеряли жилье, у которых нет собственного жилья. Бывали люди, которые после советского гражданства вообще не имели. 40-50 лет человеку. Не на улицах просто жили? Жили у каких-то людей вообще-то. Часто меняли место жительства. И не было постоянной прописки, чтобы подать что-то на гражданство. Многие люди потеряли документы, личностные документы, паспорт. Слышал, женщина, я с ней общался, 8 лет назад потеряла паспорт и поэтому не может пенсию получать. Так. Люди, да, которые прошли, если можно назвать так, курс, это 3-месячное пребывание здесь, они выходят на свободу. Были иностранцы, которые вернулись в свою страну. Очень радостные такие случаи, когда люди объединяются с бывшими семьями, находят родственников, как меня, да. А если не нашли родных, то какую-то работу с работой вместе отпускали? Да, были и такие фермерские компании, семьи, они пошли, стали жить у этих людей, у фермеров, и как-то помогать по их хозяйству. Это тоже работа какая-то. На самом деле, интересные, да, моменты были. У вас здесь целые судьбы людей просто вот так. Да. Тут психология людская идет еще какая-то в накале. Мне бы хотелось просто быть там, где мой сын похоронен. Ну, пусть немножко далеко будет, ничего. Главное, чтобы у меня была работа, чтобы я могла там иногда посещать его могилу. Вот это моя цель. Больше ничего не хочу. Больше ничего не хочу. Мне больше ничего не надо. Меня даже мой внук не признает. Не хочет со мной видеться. Я ему звонила. Он не хочет со мной видеться. Только так, если сможешь помочь мне туда перебраться. Все получится обязательно. Да, спасибо. Вот это моя цель, моя мечта. Чтоб я до своей смерти могла его навещать там, он там один похоронен. Я когда отцу рассказал о Ривик, он говорит: сын, ты понимаешь, что это очень рисково? Ты понимаешь, что это крайне ответственно? И вот в тот момент, когда он мне все это говорил, я осознал эту степень ответственности. Но когда я смотрю ей в глаза, я понимаю, не стоит думать о том, что может произойти, а вдруг, а если. Стоит думать о том, как мы это все сможем с ней исправить. Все обязательно сделаем, это я вам обещаю. Спасибо. Обещаю. Спасибо. Обратной дороги нет. Все. Наша цель теперь только Москва. Я понимаю, что это максимальная лотерея, но знаю точно, повезет тому, кто будет идти до конца. На этом будем заканчивать просмотр первой серии. Очень надеюсь, что вам понравились наши труды. Если так, то не забудьте оценить пальцем вверх.
Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход второй части. И да, я скажу лично от себя, искренне от всего сердца верю, что все будет хорошо, если мы дойдем до конца. И знаю, что если вы будете верить в нас тоже, у нас получится намного больше, чем мы ожидаем сами. Что ж, будем прощаться. С вами был, как всегда, Мага. Скоро увидимся. Обнял.